Всем привет! Это канал «Существует способ». Нас зовут Миша и Лена, и недавно завершилось наше самое длительное путешествие длиной аж в 9 месяцев. Мы побывали в странах Центральной и Юго-Восточной Азии. Видео можно посмотреть в подборках на канале. И в марте мы решили отправиться в Южную Корею. В темпе того путешествия мы снимали видео с запасом, так как по возвращении домой на летний период хотели отдохнуть от съемок. В мае мы решили лететь в Киргизию, забирать машину с Казахстана и отправляться домой. Но с нами случилось происшествие. В Киргизии в ходе задержания преступника в доме, в котором мы находились, случился пожар. И все наши вещи, техника, документы, деньги и материал для видео сгорели. Подробнее можно посмотреть здесь. Мы вернулись в Россию, но продолжать создавать контент для канала у нас не оказалось ресурсов. Сохранился лишь один проект про Корею, который мы предлагаем вам сейчас посмотреть. Так, ребята, всем привет! Вы на канале «Существует способ». Я Миша. Я Лена. И мы в новой стране, в Южной Корее. И этот выпуск у нас будет посвящен не столько достопримечательностям, каким-то интересным местам, сколько практическим советам по путешествию по этой стране. Южная Корея является передовой, очень развитой страной, можно сказать, одной из самых развитых вообще в мире. Наравне, я думаю, с какой-нибудь Японией. Вот, и по этой причине жить здесь довольно-таки недешево. Поэтому сегодня в выпуске мы покажем, как можно бюджетно путешествовать, как можно бюджетно жить, находиться продолжительное время в Южной Корее без особых затрат. Ну и плюс, естественно, конечно, пройдемся по городу, посмотрим, что есть интересного. Сейчас мы находимся в городе Бусан, который располагается на юге страны. Город является портовым, и поэтому, возможно, мы покажем и какие-то локации, связанные с морем. Вообще, в этой серии выпусков, посвященных Южной Корее, мы покажем ее с разных сторон, покажем ее более развитые города, как Пусан и Сеул, а также отправимся и в небольшой городок под названием Вонджу, где нас ждет очень интересный опыт, о котором обязательно мы расскажем позже. Так как видео самого процесса работы не сохранилось, забегая вперед, скажем, что мы устроились на нелегальную работу и работали в прекрасной команде по посадке растений и овощей. Вообще страна очень интересная, как и своей архитектурой, так и культурой, и людьми. Поэтому в этом ролике мы тоже все покажем, что можно здесь увидеть интересного. Пообщаемся с людьми. А пока что мы попали на какие-то танцы. О, класс. Вот так вот, прям посреди улицы устроили какую-то танцевальную вечеринку. Сегодня выходные. Вообще, что нужно знать о корейцах, то что они прям заядлые тусовщики. И, в принципе, каждую пятницу, субботу и воскресенье они кутят. Прям отрываются как только могут. И связано, наверное, это по большей части с тем, что они трудоголики. Они трудятся очень много часов в неделю, зачастую работают по 6 дней в неделю, и поэтому, естественно, когда у них выпадают выходные, они хотят отдохнуть по полной программе. Что еще удивляет, это то, что достаточно свернуть в какой-нибудь переулочек с главной улицы, и ты оказываешься вполне себе спокойном, тихом местечке, где нету ни машин. Вот тут буквально там пара машин в минуту проезжает, но спокойно можно идти прям по центру улицы, и никому ты не будешь мешать. И водят здесь все довольно-таки аккуратно. Кстати, на тему автомобилей, очень популярны электрокары. Вот, например, вот это едет электрокар. Корейцы, как мы знаем, они производят автомобили Hyundai, Kia, и, соответственно, они научились делать хорошие электрокары, которые набирают популярность в Южной Корее, да и в целом в мире. Также на тему автомобилей, прям посмотрите, что здесь практически нету каких-то бюджетных авто, стареньких. В основном это дорогие автомобили, либо европейского производства, либо отечественного. Вообще они, кстати, даже помешаны на том, чтобы именно покупать свое, не пользоваться чьим-то. Потому что здесь у них, в принципе, все производится, начиная от автомобилей, вещей, оборудования. Да, в принципе, все, что только может использоваться в их повседневной жизни, они здесь производят. И хорошо работают на экспорт. Вот это вот очень популярная тема, кафешка, в которой ты готовишь
все собственноручно. У вас стоит вот такая вытяжка. И вот здесь ставится горелка, на которой вы готовите на гриле мясо, овощи. То есть вам просто приносят все сырое, и вы уже это все доводите до той кондиции, которая вам нужна, собственноручно. Еще поражает то, что вот Лена сейчас заметила, да. Вроде страна очень развитая, технологичная, передовая, но при этом часто можно встречать вот такие вот магазинчики со старыми видеокассетами, с CD-дисками, с музыкальными кассетами. Это у них тоже почему-то популярно. Даже находили магазин с виниловыми пластинками, причем старыми. И не сказать, что здесь много, наверное, коллекционеров. Просто это своего рода барахолки, на которые приносят вот это вот все антикварное. Решились вы перейти дорогу. Стоите, ждете светофор. И чтобы не стоять, можно присесть вот так вот, оттопырить табуреточку, на нее сесть. И все. Это для пожилых людей благоустроено все. И, кстати, еще, возможно, покажем. Здесь город расположен на сопках, на таких холмах, возвышенностях. И у многих людей прямо на этих холмах располагаются, так скажем, дачные участки, либо какие-то небольшие домики. И представляете, чтобы им было удобнее подниматься, особенно пожилым людям, для них сделали бесплатный фуникулер. Вот это вот вообще прям выше всех похвал. Давайте мы расскажем вообще, что сейчас происходит. Дело в том, что мы прибыли в Корею из теплых стран. Мы прибыли из Таиланда, Малайзии, Вьетнама. Там было довольно-таки тепло, и, естественно, вещей под здешнюю погоду у нас нет. И сейчас наша задача найти для Леночки курточку. Вот, здесь есть очень классная барахолка. Собственно, почему мы выбрали барахолку? Да потому что корейцы, они вообще по своей сути модники. Вещи даже прошлого сезона они просто могут брать и выкидывать. И поэтому мы не упускаем возможности найти что-нибудь стоящее и показать это вам. Мало ли вы приедете и вам нужна будет одежка более-менее дешевая. Вы можете спокойно пойти вот в такую барахолку. И в этом нет ничего зазорного, потому что сюда стекаются и множество корейцев. То есть не только... не знаю, мы такие тру-путешественники, которые путешествуют с минимальным бюджетом. Здесь можно прям затариться полноценно, причем хорошими брендовыми вещами. Вот, пожалуйста, ребят, мы только вот прошли буквально пару метров по этому рынку, и Лена нашла классную джинсовку. И ваши варианты, сколько она может стоить? Давайте. 3, 2, 1 и 10 тысяч вон. 10 тысяч вон. Это в пересчете на русскую денежку, это порядка 550 рублей. То есть, ну, это вообще, можно сказать, даром. Вообще, если говорить о зарплатах и о ценах в целом, то, естественно, цены здесь совсем не низкие, и зарплаты у местного населения могут достигать там 3, 4, 5 тысяч долларов. Это, ну, среднестатистического гражданина Южной Кореи. И, соответственно, вся вот эта вот одежка, все вот эти вот даже колумбийские куртки, их можно вообще покупать за копейки. Потому что они прошлого сезона, либо просто кому-то пришлись не по размеру. Ребят, вот, смотрите, пожалуйста. 3000 вон. Это 150 рублей. За 150 рублей вы можете купить полноценную курточку теплую. Здесь даже какая-то ветровочка есть. Парка. Да, они, конечно, немножечко уставшие, так скажем. Футболки, джинсовки. То же самое касается и обуви. Можно находить прям вполне себе брендовые классные обувки, кроссовки. Вот Nike даже какие-то стоят. Причем они тоже будут стоить копейки совсем. 5 минут поисков и, пожалуйста, у Леночки ветровка Asics. Причем, смотрите, она вообще просто, ну, в идеальном состоянии. Здесь никаких ни пятен, ничего. Вообще просто ничего нету. Мембранка, даже небольшая. Ваши варианты сколько стоят? 500 рублей. Ну, это получается меньше 10 долларов. То есть у нас бы такое стоило, наверное, долларов
все 50, а то и больше. У нас за горные ботинки трекинговые, вот за такие, ну, придется отдать порядка долларов 150-200. Здесь же это, опять-таки, долларов, наверное, 10, максимум 20. Вот, пожалуйста, ребят, трекинговые ботинки, которые, ну, блин, вот вообще в идеале практически. Тоже это стоит... How much? Инма. 20 тысяч. 20 тысяч это 1000 рублей, грубо говоря. В общем, как мы вначале и сказали, что сегодня у нас ролик посвящен бюджетному путешествию по Южной Корее. Вот мы вам показываем первый пример, как можно бюджетно приодеться. Если, допустим, у вас не хватает вещей, или, например, вы приехали сюда с целью немножечко подзаработать, но об этом мы еще поговорим, и вам нужны какие-то вещи для того, чтобы выходить на смены. Здесь же на рыночке можно вот перекусить вот в такой едальне. Прям на шпажках вам дадут какие-то морепродукты. И вот здесь вот толпа народа прям объедаются. Одна из главных пешеходных улиц в Пусане. И здесь вот сегодня проходят какие-то мероприятия праздничные. Небольшой концертик вот здесь дают. Там вот ребята готовятся, музыканты. Ну и людей, конечно же, на улице очень много. Еще способствует тому, что люди наконец-то начали выбираться на прогулки и вообще начал развиваться туризм, потому что здесь более-менее отменили ковидные ограничения. И даже 20 числа, это буквально завтра, должны отменить ношение масок в общественном транспорте. Еще одна классная корейская фишка — это то, что вот мы, например, для того, чтобы использовать карты, мы должны скачать Google карты или Яндекс карты, какое-то приложение, которое нам в этом поможет. Для того, чтобы пользоваться банковской системой, соответственно, нам тоже нужно приложение. Здесь же они поступили хитрее, они сделали все в одном. Они создали приложение под названием Kakao, и оно включает в себя и карты, и банковскую систему, и чат, мессенджер, и еще много-много разных фишек. Здесь даже прогуливаясь по центру Пусана, можно найти магазин, в котором продаются игрушки, посвященные их вот этой сети мессенджеров. Вообще, корейцы, они любят все умилять, так скажем. Любят вот эти вот мордочки, медвежат, каких-то утяток, собачек. Естественно, все эти персонажи довольно популярны, они используются в мессенджерах, в сообщениях, стикерах и прочем. И, соответственно, здесь, в этом магазине, можете купить вот таких вот друзьяшек. Можно купить различную сувенирную продукцию, какие-то блокнотики, не знаю, рюкзачки, наклеечки и много-много еще чего интересного. И все это как раз-таки посвящено Kakao, вот тому приложению, которое объединило в себе все удобства. И чтобы вы еще понимали, насколько это популярное приложение, вот этот магазин с сувенирами, посвященными их приложению, занимает целых 4 этажа в центре города. Вот еще один пример Kakao. Kakao Bike. То есть не только такси, не только доставка, не только банки, мессенджеры, но еще и велосипеды прям посреди города. Можно подойти через приложение, активировать велосипед, соответственно, через банк оплатить сразу же свою поездку. И все, вот вам счастье. А мы, собственно, отходим к заливу небольшому, к нескольким мостикам, на который можно пройти и полюбоваться видом на причалы. Очень красиво, ребят, прям приятно идти. Свежий ветерочек дует в лицо. Здесь же, вот там уже находится море, чуть дальше. И вот в этом заливе, прям смотрите, какая водичка чистенькая, что тоже не очень необычно. Насчет погоды. Немаловажный фактор для многих людей, кто переезжает в ту или иную страну, исходя из погоды. В Корее, вот, например, вот мне, Лене, очень комфортно, потому что практически каждый день здесь светит солнце. Вот такая солнечная погода. А дождливых дней крайне мало. И сезон дождей здесь, как правило, начинается в летние месяцы. Давайте немножечко отойдем от темы города и поговорим в целом о стране, почему они знают и почему сюда едут. В основном Корея популярна не столько у жителей средней полосы России, сколько у тех, кто живет на Дальнем Востоке, по той причине, что
Сюда можно приехать хорошенько подзаработать. Арбайты, караоке, стройки, морская работа. Все это хорошо оплачивается, если сравнивать, конечно, с ценами в России, с зарплатами в России. И в частности здесь, в Пусане, преимущественно развита рыбная ловля, работа в портах, работа на судостроительных каких-то компаниях. Как можно наблюдать, здесь огромное количество пирсов, причалов, на которые пришвартованы различные суда. Поэтому многие иммигранты с России приезжают сюда с целью заработков. В частности, в город Пусан они приезжают на морские работы. Вот, кстати, пример лодки, которая занимается поимкой иммигрантов. То есть, если вы работаете нелегально, без визы, или, может быть, вы просрочили свою визу, вас с легкостью с какого-нибудь корабля могут снять вот такие. Поэтому мы в начале ролика и сказали, что у нас сегодня не совсем обычный формат. Мы рассказываем о темах, которые не освещали ранее, например, та же самая работа, но что очень распространено в Южной Корее, поэтому я думаю, что стоит осветить эту тему. Сейчас Лена поделится тем, как можно попасть в Южную Корею. Что для этого нужно, Лена, расскажи. Может, кто-то хотел попутешествовать, или, может быть, кто-то хотел сделать рабочую визу, приехать сюда поработать. Такое вполне тоже возможно. Да, если вы гражданин России или стран СНГ, то вам нужно оформить электронное разрешение на въезд, так называемая КЕТА. Она заполняется просто, электронно. Вы заполняете анкету, оплачиваете небольшой комиссионный сбор, и все, в течение 48 часов вам приходит ответ. Важное уточнение по КЕТе: оплачивать сбор вам нужно с зарубежной карты, а именно с какого-нибудь банка, который находится не в России. Иначе вам не дадут провести платеж, поэтому ищите родственников, либо друзей, кто у вас может оплатить из-за границы. Но даже если пришел отказ, то вы можете еще 2 раза подать в течение полугода анкету повторно. Само электронное разрешение действует в течение 2 лет, поэтому можно не париться. Вы его получили и можете въехать когда угодно на протяжении этого периода. Наряду с удивительным фактом, что здесь есть магазины с кассетами, с аудио, здесь есть еще и телефонные будки, где вы можете прийти, закинуть монетку и позвонить по нужному вам номеру. Как и во многих других странах Азии, здесь популярны мотобайки. И сейчас весна, довольно-таки еще прохладно, и смотрите, какие здесь есть приспособления для руля. То есть рукавицы, которые уже встроены на рукоятке вашего мотобайка, вы просто засовываете в них руки, и вам не холодно. Из-за того, что большая часть города расположена на холмах, здесь постоянно встречаются вот такие ступеньки и очень крутые подъемы дорожные. Вот. Но сейчас мы покажем, собственно, как с этим справились, чтобы было комфортнее подниматься. Весьма неординарное исполнение 4-звездочного отеля «Коммодор» называется. Ночь в таком отеле, конечно, будет стоить недешево, поэтому можно найти что-то более дешевое. Поговорим о ценах на отели и на хостел вообще в целом. Что можно по минимальной цене найти? Минимальная ставка здесь будет около 40 тысяч вон. На наши деньги около 2000 рублей за койко-место. Это будут более-менее приемлемые условия, где у вас будет и горячая вода, и доступ к какой-то кухне, и отдельное спальное место. Поэтому отдых одни сутки на двоих выйдет порядка 4000 рублей. Но не спешите расстраиваться, мы вам расскажем лайфхак, по которому можно отдыхать, жить в Корее, в Пусане совершенно бесплатно. Естественно, здесь все очень чисто, все убрано. Дороги вообще прям на высоте, их качество и то, как они выполнены. Смотрите, какая четкая разметка. Очень чисто и облагорожено. Вот. Коротко о ценах на заправочных станциях. Бензин здесь, в принципе, любой марки будет стоить около 100 рублей, то есть $1,5. Вот так выглядят заправочные станции. И зачастую, кстати, заправляются здесь газом. Смотрите, какие здесь крутые уклоны, как здесь ставят машины. Не знаю, как ручники у них выдерживают, но я бы не доверял, не полагался на ручник. Вот очень крутые горки из-за того, что постоянно многие районы расположены на сопках. Вот мы с Леной пришли на Ибагугиль. Это подъемник на местном сленге, который поднимает прям наверх через множество ступенек. И сделан он для пожилых людей. Но сейчас почему-то он не работает. Загадка. Вот это вот, конечно, минус. Хотелось подняться прямо на нем и показать, как это работает. Ибагугиль не работает, но зато здесь есть молот Тора, который Лена яростно пытается выдернуть. Он скрипит. Да. Не поддается, не? Нет. Подъем здесь реально очень крутой.
И, конечно, на подъемнике было бы гораздо комфортнее. Но просто прогуляться тоже классно, потому что здесь, вот, даже смотрите, как классно оформлены ступенечки. Очень мило, и можно себя почувствовать даже великаном, который перешагивает через дома. У корейцев повсеместно многое оформлено вот в таком вот милом стиле. Постоянно на стенах можно видеть миниатюры и граффити с такими милыми, причудливыми созданиями. Ну и по логике сюда должны были мы подняться на вот этом фуникулере, но он, к сожалению, не работал. Но вид все равно стоящий. Открывается панорама на весь Пусан. Вот там вот вдалеке порт находится, несколько мостов больших. И в целом вид шикарный, особенно вот здесь вот на сопке. Сопки полностью пустые, можно спокойно туда выбраться на прогулку. И сейчас пришло время рассказать про то, где же мы остановились бесплатно. В Южной Корее. Покажу вам вот такую вот панораму, которая открывается с крыши нашего хостела, в котором мы как раз таки, да, остановились совершенно бесплатно. Рассказываю, что за история. В Южной Корее есть сеть отелей, которые принимают у себя путешественников и туристов с разных стран совершенно бесплатно на основе бартера. То есть вы должны приехать, прожить здесь порядка 2 недель, это минимальный срок. И за это время вы будете по несколько часов в день выполнять какие-то работы по хостелу. Это может быть что угодно. Может быть, вы будете менять постельное белье, может быть, будете помогать с уборкой в комнатах, пылесосить комнаты, может быть, выносить мусор. Некоторые даже занимаются тем, что просто рисуют граффити. Сейчас я вам даже покажу, как идет процесс рисования. Собственно, корейцы считают, что любая работа должна оплачиваться, и вот эти вот несколько часов, которые вы тратите на помощь хостелу, они засчитываются в счет оплаты. Я не буду здесь афишировать название хостела. Если вам интересно, вы можете спросить в комментариях, либо написать в личные сообщения. Потому что, конечно, неохота, чтобы этим пользовались все, кому не попадя. И, конечно же, количество волонтеров здесь ограничено. Но если вам интересно, если вы заядлый путешественник и хотели бы просто остановиться здесь с целью того, чтобы посмотреть город, посмотреть, изучить страну, то мы, естественно, вам подскажем, где найти это место. Вот давайте так мельком покажу. Это у нас прачечная. Собственно, сюда приносят все постельное белье. Вот здесь оно рассортировано. И когда постояльцы выезжают, вы просто приходите к ним в комнату, забираете грязное постельное белье и меняете его на чистое. Как правило, работа у нас не занимала больше 2 часов. Никогда. И это еще при учете того, что вам дается 2 выходных в неделю. То есть 5 дней вы работаете по несколько часов, и 2 дня вы можете спокойно даже куда-то уехать. И, в принципе, можно даже договориться, если вам нужно больше, чем 2 выходных. Но и это еще не конец. Сейчас я вам прям тоже спущусь, покажу на первый этаж, где у нас общая зона. Там, собственно, да, у нас кухня, на которой мы готовим. И на секундочку, здесь и еще вас и кормят. Помимо того, что вы здесь живете бесплатно, вам предоставляется либо рамен, это лапша обычная, как доширак, только, ну, повкуснее, чем обычная дешевая лапша. Либо же можете взять яйцо куриное, либо же тосты. Все это можете приготовить внизу, ну, докупить какие-то свои продукты, и, в принципе, у вас будет полноценный завтрак. Вот, собственно, вот так выглядит работа девочек. Вот они занимаются тем, что рисуют граффити на стенах. Сейчас покажу вторую. То есть материалы, расходники все покупает хостел. И вот они, собственно, занимаются тем, что оформляют интерьер этого хостела. Общая зона. Елена готовит кушать тостики, про которые я рассказывал.
Пользоваться всей техникой можно. Здесь можно пополнить водичку холодную, горячую, можно чаечек заварить. А дальше мы отправились в небольшой городок Вонджу, чтобы устроиться на работу. Мы нашли работу благодаря Фейсбуку и группам в Телеграме. Их огромное множество, называются они примерно «Работа в Корее», «Работа для русских в Корее». Связались с агентом и обо всем договорились. При устройстве мы платили комиссию, равную примерно 1 зарплате в день. Работа была физическая, и мы сажали различные культуры. За 9 часов работы нам платили 90-100 тысяч вон. По меркам Кореи это минимальная оплата труда. Нюансов в работе много, возможно, позже мы сделаем отдельный ролик про это. Главный вывод легальной и нелегальной работы в Корее – это то, что ее очень много, она различной направленности и хорошо оплачивается. Еще один фантастический факт из Южной Кореи – это то, что здесь, в провинциальных городках, велосипеды можно просто не пристегивать. То есть, смотрите, вот здесь вот велопарковка, и велосипеды стоят, и всем просто пофигу на них. То есть они стоят сами по себе, кто-то их здесь запарковал, не пристегивает. Нам, кстати, очень повезло, что мы попали на сезон цветения сакуры. Но только вот мы решили прогуляться, чтобы ее подснять. И за день до этого прошел дождь, который позбивал много лепесточков. Но в целом вот так это выглядит. Кстати, сакуру можно наблюдать как и в Японии, так и в Южной Корее, так и в России. В принципе, это просто один из видов вишни. И даже у нас в центральной части России можно видеть сады, которые точно так же будут красиво выглядеть, наполнены цветами. И после них вот такой вот будет след, как будто вот снег выпал недавно. На фоне вот этой красивой аллеи с сакурой вводим вас в курс дела. Мы вам показываем в этих выпусках не только самые попсовые города, Сеул, Пусан, но мы отправились в один из, можно сказать, провинциальных городков, который располагается близ города Вонджу. Здесь живет совсем немного народа, и реально по городку можно там пройтись за полчаса, посмотреть его практически полностью. И люди преимущественно здесь занимаются тем, что работают либо в полях, либо на каких-то фермах. Все земли, которые вокруг этого городка располагаются, они, как правило, задействованы под посадку каких-либо сельскохозяйственных культур. Вот здесь вот даже вот посреди города есть какие-то домики, судя по всему, частные. Здесь придумали огородик прям рядом с домом. Это клумбы. Ну это клумба, но это лук, настоящий лук. То есть, смотрите, вот покажем, кстати, дома тоже, да, интересно, как они здесь выглядят. Вот обычная застройка, можно сказать, многоквартирный дом. И под ним парковочка, как положено, парадные. Здесь вот как, вроде как клумбы стоят, но прям в них взяли и посадили лучок. Может, это все-таки какой-то декоративный лук? Нет, это съедобный? Лук съедобный. Я Лена пробовать не буду. говорит съедобный. Да, мы вандализмом не будем заниматься. В общем-то, мы вам рассказываем про то, что здесь все занимаются сельским хозяйством, но рассказов, я думаю, мало. Надо окунуться в это полностью, поэтому у нас будет полное погружение, так скажем. Мы отправимся, поработаем на этих самых полях, на этих самых фермах. И, пожалуй, самый главный кайф вот этих провинциальных городков — это то, что, в частности, рядом вот с такими вот жилыми застройками, многоэтажками, можно увидеть полноценный лес или парк, в который можно пойти и как следует прогуляться и подышать свежим воздухом. И воздух здесь пропитан запахами каких-то хвойных деревьев. Тем более сейчас вот листочки все распускаются, все почки распускаются, цветы цветут. И запахи просто фантастические. Хотим сделать небольшой походик на одну из ближайших гор, подняться и чтобы подснять город сверху. Ребят, сейчас у вас будет маленький культурный шок. В общем, мы вот собрались идти на гору. Здесь вот идет тропиночка со скамеечками. И чтобы вы понимали, смотрите, здесь вот такая вот стоечка, на которой написано, что перед тем, как пойти в лес, вам надо обработаться... Чем? Репеллентом. Вам нужно обработаться репеллентом от клещей, комаров и прочих паразитов, которые могут с деревьев на вас попадать и к вам присосаться. Идем дальше и натыкаемся еще на какую-то кабинку. Я не знаю, тут как, знаете, перед полетом в космос, наверное, тебя готовят, чтобы ты поднялся на эту горку, просто сходил. А это, судя по всему, компрессор для того, чтобы с себя сдуть лишние... Обалдеть. И опять-таки, смотрите, это просто будочка, которая стоит просто на входе в парк.
потихонечку поднимаемся на гору. Смотрите, как здесь классно сделаны ступеньки. То есть это не прям, не знаю, залитое бетоном какое-то основание, по которому ты поднимаешься. Сделаны столбики, аккуратно вбиты. Один, второй. И к ним прикручена балка, просто которая не дает грунту осыпаться. И сверху она засыпана вон какими-то листочками, хвоей. И ты поднимаешься, и она, в принципе, довольно устойчивая, не вязкая, грязи там нет. А здесь, собственно, по правую сторону мы наблюдаем какое-то захоронение. Судя по всему, вот так именно выглядит в Корее кладбище. Такие столбики, плиты, тоже из, не знаю, гранита. На протяжении всего подъема тропа была оборудована вот такими скамеечками. Через каждые 50-100 метров они встречались, и можно на них присесть, отдохнуть. А на самой вершине находится спортивная площадка, на которой также можно после подъема подняться и позаниматься. Есть турники, также скамеечки, даже есть обручи, которые можно покрутить. И кто-то здесь оставляет даже зонтики. Если вдруг начался дождь прямо на вершине, можно им воспользоваться. Оставить его внизу тропы, и следующий, кто пойдет, также может его использовать. Зонтик свободного доступа. Холохуп. Холохуп? Я его обруч назвал. Ну, это обруч, но холохуп. Ну а для тех, кто плохо поднимался, у кого плохо с темпом, есть такие штуки. Лена, ты как поднималась? Я хорошо поднималась. А то смотри. Она такая жесткая вообще, по сути. К большому сожалению, мы поднялись на вершину горы. Вот она, собственно. И вокруг ничего не видно из-за густой облачности, тумана. Облака очень низкие. Собственно, город располагается вот с этой стороны и с этой тоже. Здесь на самой вершине располагается несколько вышек коммуникации, связи, судя по всему. Мы все пытаемся разгадать загадку вот этой плетки. Ну, выглядит она как плетка. Швабра для скамей. Ну, по-моему, это швабра. Но та была плетка. Вот там были резиновые такие окончания, ленточки. Смотрите, какие классные они делают турики. Вот такие вот, можно сказать, горки из камней. Камни, вероятно, что по пути, наверное, собирают где-то по дороге. И делают такие вот горочки аккуратненькие. Красиво очень. Hyundai, Kia, Hyundai, Chevrolet откуда-то там взялась. Ну ладно. И Лена заметила, что вот висят кондиционеры за окнами. И все они либо компании LG, либо Samsung. То есть местного производства, как уже ранее было сказано. Еще одна интересная особенность, то что здесь вот эти вот все горы, все тропы, по которым можно пройти, сходить в поход, они промаркированы вот такими лентами. И вообще туризм выходного дня здесь очень развит, и маршрутов таких встречается очень много по всей Южной Корее. И более того, Министерство туризма пошло еще дальше, и они для того, чтобы придать стимул людям, чтобы они больше гуляли на свежем воздухе, они сделали своего рода соревнования, у кого будет больше этих пройденных маршрутов. Выглядит это следующим образом. Вам дается специальная карточка, на которой вы можете выбрать любой понравившийся вам маршрут и отправиться проходить его. И после того, как вы его прошли, на этой карточке, на вершине маршрута, на вершине горы или в конце маршрута, вы подходите вот к такой будочке, открываете ее, кладете свою брошюрку вот сюда вот вниз и вот таким нажатием ставите печатьку. И по достижению определенного количества прохождения вот этих маршрутов вы получаете какие-то медали. Таким образом вы получаете небольшие подарочки, медальки, которые стимулируют вас ходить снова в походы. И также вот в этих будочках находятся жгуты на случай, если вдруг вы травмировались, где-то подвернули ногу. И, ребят, вот проходимся по такому, можно сказать, отдаленному райончику нашего города. И здесь встретилось производство по переработке мусора. Здесь вот в этих мешках все различный разносортный мусор, разные фракции, где-то бутылочки, где-то пластик, причем он поделен на разные категории. И самое главное, смотрите, они даже собирают стеклотару. Стеклотара у них, как у нас раньше принимали бутылки, также у них все это собирается и идет на переработку. И вот вопрос возникает, собственно, что можно с этого пластика сделать? Да вот,
они нашли самое простое применение. Сделали пластиковый поддон. То есть у нас их делают деревянные, как правило. Не знаю, конечно, может быть, где-нибудь уже можно найти и пластиковые. Но у них здесь нету деревянных поддонов, только исключительно пластиковые. Здесь вот территория, на которой перерабатывают мусор. И все территории, которые пустые, которые ничем не застроены, они используются под какие-либо посадки. Выращивают какие-то культуры. Здесь поле вспаханное, здесь уже тоже что-то посажено. Здесь вот какие-то сосенки, китайские, или как их правильно назвать. Ну, такие вот шапкообразные, небольшой высоты. Вот там вдалеке виднеется гора. Вдалеке виднеется гора, на которую как раз таки мы совершали хайкинг, подъем. И вообще я говорю, что очень здорово посещать не только центральные крупные города, популярные, но и также и провинции. Еще один удивительный момент в Корее — это то, что посылки сюда доставляются прямо к дверям, ставятся прямо возле дверей, и упакованы они вот в такие вот пенопластовые коробки. То есть вот пример. Это выброшенные коробки стоят, а вот так вот доставляются на адрес. Такая коробочка, сверху написано содержимое, адрес получателя, и просто ее ставят под дверь, совершенно не боясь за то, что ее кто-то может взять или украсть, потому что уровень преступности в Южной Корее совершенно низкий. А еще вот пример того, как здесь разносят газеты. Вот такие вот коробочки стоят, ячеечки по городу, и можно просто спокойно подойти, взять вот газетку и почитать ее, узнать нужную информацию. Нормальное явление, в принципе, на каждом шагу видеть Теслу. Они очень часто встречаются. Котики здесь. О, котик, смотри, там сидит. Милый. И велики, как уже ранее было сказано, здесь они не пристегиваются. Вот, пожалуйста, стоит велосипед. По сути, сейчас его можно взять и драпать с ним, не знаю, там, загрузить в машину, украсть его. Но никто этого не делает. А может быть, кот А может, этот кот-охранник, да? Он контролирует все. Корея на нас произвела впечатление развитой страны, и это совершенно неудивительно. Но порой мы были шокированы тем, что видели, а порой умилялись от каждой вывески или от самих корейцев. Это был крутой эксперимент по изучению страны благодаря работе. Жить бы мы здесь долго не захотели, несмотря на всю технологичность, пластмассовые продукты, продуманность в каждом твоем шаге нас пока не устраивают. Но вот так вот провести несколько месяцев рекомендуем каждому. Отдельно стоит сказать, что мы благодарны всем за вашу поддержку. Вы нас очень выручили в тот сложный момент. Сейчас мы восстановили документы, заработали немного денег, купили первую камеру и готовы снова снимать и показывать этот мир во всем своем многообразии для вас. Поддержать нас по-прежнему можно лайками, комментариями, просмотром старых видео и донатами на карту или в самом YouTube. Что касается Киргизии, мы не можем создать свое мнение о стране. Мы попали в абсолютно уникальную ситуацию, увидели, что существует огромное количество проблем в органах государственной власти и милиции, но получили бескорыстную заботу и поддержку от местных жителей. Поэтому скоро дадим Киргизии второй и по возможности насладимся той природой, за которой туда едут большинство туристов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся!